странах постсоветского пространства трамвай часто считают пережитком прошлого. Старый, грохочущий и постоянно опаздывающий аналог автобуса на рельсах. Но в Европе трамвай — это один из самых удобных видов транспорта. Сегодня я покажу вам, как выглядит почти идеальный трамвай. Но сначала небольшой контекст. В прошлом видео я рассказывал про самаркандский трамвай. И чтобы подготовить тот выпуск, мне пришлось пообщаться не с одним десятком людей. Это были как жители Самарканда, которые хорошо разбираются в транспорте и урбанистике, так и обычные люди из совершенно других сфер. И по сути, все пришли к одному и тому же выводу. Нынешняя трамвайная система в Самарканде никого полностью не устраивает. Люди, которые разбираются в транспорте, считают, что систему можно было сделать немного лучше. Давайте будем честны, сегодняшний самаркандский трамвай довольно далек от идеала. А те, кто в транспорте не разбираются, вообще считают трамвай пережитком прошлого. Кстати, несколько таких комментариев можно увидеть и под моим прошлым видео. И, честно говоря, в этом нет ничего удивительного. Люди не виноваты, что думают именно так. Если посмотреть на большинство стран постсоветского пространства, трамвай там часто выглядит как что-то старое, громкое, грохочущее и ненадежное. И в таком виде его точно сложно назвать транспортом будущего. Но потом мне попался один комментарий, человек написал: а покажите, как выглядит идеальный трамвай. И тут я задумался, а почему бы действительно не снять такое видео? Конечно, идеальных вещей не существует, у любой системы есть свои плюсы и минусы, но если плюсов значительно больше, чем минусов, мы говорим, что эта вещь близка к идеалу. Если говорить о трамваях, которым я действительно пользовался и, что называется, проверил на себе, то я бы выделил два города — Вену и Прагу. С Веной есть одна проблема: я провел там слишком мало времени, чтобы наснимать достаточно материалов для полноценного видео, поэтому выбор был очевиден. Сегодня мы поговорим о трамвае в Праге. Прежде всего хочу сказать одну важную вещь: я не урбанист и не специалист по транспорту. YouTube-канал для меня — это всего лишь хобби, поэтому я вполне могу где-то ошибаться, и если вы заметите, что в чем-то я не прав, обязательно напишите об этом в комментариях. Я читаю все комментарии и стараюсь учитывать конструктивную критику. Но при этом я много путешествую и обращаю внимание на то, как устроен транспорт в разных городах. Иногда достаточно просто поездить по городу несколько дней, чтобы понять, насколько удобно работает система. Есть ли выделенные линии, как часто ходят трамваи, насколько они удобны для пассажиров и, самое главное, пользуются ли ими сами жители города. Потому что любой транспорт можно считать хорошим только в том случае, если им действительно удобно пользоваться каждый день. И один из городов, где трамвай играет огромную роль в жизни города, это Прага. Здесь трамвай не просто туристический аттракцион и не пережиток прошлого. Это полноценная транспортная система, которой ежедневно пользуются сотни тысяч людей. И сегодня мы попробуем разобраться, почему многие называют пражский трамвай одной из лучших систем в Европе. Начнем с масштабов системы. Пражский трамвай — это огромная транспортная сеть. Сегодня здесь работают 38 маршрутов, общая длина линии около 160 километров. В городе эксплуатируется более 800 трамвайных вагонов, а если говорить точнее, 811. И каждый год пражский трамвай перевозит примерно 345 миллионов пассажиров. И это при том, что население Праги всего около 1 миллиона 400 тысяч человек. То есть трамваем здесь пользуются не просто часто, он является одной из основ всей транспортной системы города. Для обслуживания такого масштаба работает 8 трамвайных депо, которые обеспечивают выпуск вагонов на линии и их техническое обслуживание. И уже по этим цифрам становится понятно: в Праге трамвай — это не вспомогательный транспорт, это один из главных способов передвижения по городу. Кто-то может сказать: трамвай — это транспорт для небольших городов, где нет метро, и что именно метро является транспортом будущего. Ну, на самом деле все немного сложнее. Пример Праги хорошо показывает, что метро не заменяет трамвайную систему, оно ее дополняет. В городе работает 3 линии метро и 61 станция. Ежегодно пражское метро перевозит около 331 миллиона человек, почти столько же, сколько и трамвай. Но при этом метро все равно не может полностью заменить своего наземного брата. У метро есть серьезные ограничения. Во-первых, это очень дорогая инфраструктура. Строительство подземных линий стоит колоссальных денег, и провести метро в каждый жилой район просто невозможно. Не говоря уже о том, что обслуживание такой системы тоже обходится очень дорого. Во-вторых, сам формат подземного транспорта подходит далеко не всем. Постоянная езда под землей для многих людей психологически не самая комфортная. Да, у метро есть очевидные преимущества, оно не зависит от дорожных пробок, но этот плюс частично нивелируется, если трамвай имеет выделенные линии и приоритет на светофорах. Кроме того, чтобы воспользоваться метро, пассажиру часто нужно потратить
5-10 минут, чтобы спуститься на станцию, пройти через турникеты и платформы. А трамвай находится прямо на поверхности. И чтобы попасть в него, чаще всего требуется всего пару минут. Поэтому в современных городах метро и трамвай не конкурируют между собой. Они работают вместе, дополняя друг друга. И вот здесь мы подходим к самому интересному. Почему именно пражский трамвай многие называют одним из лучших в Европе? Главная причина – инфраструктура. В Праге трамвай – это не просто рельсы, проложенные по дороге. Очень большая часть линии проходит по выделенным полосам, полностью отделенным от автомобильного движения. Это означает, что трамвай почти не зависит от пробок. Но на этом преимущества не заканчиваются. На многих перекрестках трамваи имеют светофорное преимущество. Когда трамвай приближается к перекрестку, система может изменить сигнал светофора, чтобы он проехал без остановки. В результате получается интересная вещь. По городу трамвай часто движется быстрее автомобиля. При этом остановки расположены очень удобно, расстояние между ними обычно небольшое, поэтому пассажиру не нужно долго идти пешком. Но есть еще один момент, о котором редко говорят, когда обсуждают транспорт. Трамвай всегда придает городу особый шарм. Он становится частью городской атмосферы. Особенно это заметно в Праге, где трамваи проходят прямо мимо известных достопримечательностей, исторических улиц и старых зданий. Когда вагон медленно проезжает по узким улицам старого города или пересекает мост над Влтавой, это уже не просто транспорт. Это часть городского пейзажа. Добавьте к этому высокую частоту движения. На многих маршрутах трамваи ходят каждые 4-5 минут, а на центральных участках интервал иногда сокращается до 2-3 минут. Фактически это почти уровень метро, только на поверхности города. Именно поэтому трамвай в Праге – это не туристический аттракцион и не пережиток прошлого. Это полноценный городской транспорт, которым ежедневно пользуются сотни тысяч людей. Но есть еще одна особенность пражского трамвая, о которой стоит рассказать отдельно. Это ночные трамваи. Когда метро в Праге закрывается примерно в полночь, город не остается без общественного транспорта. На смену дневным маршрутам приходит отдельная сеть ночных трамваев. Они работают примерно с полуночи до 5 утра. Всегда в городе действует несколько ночных маршрутов, которые проходят через основные районы Праги и соединяются в центре города. Главный пересадочный узел находится на остановке Лазарска. Это место можно назвать своеобразным сердцем ночной Праги. Каждый час сюда почти одновременно приезжают трамваи из разных частей города. Пассажиры могут спокойно пересесть на нужный маршрут и поехать дальше. Интервал движения ночью обычно составляет около 30 минут. Это может показаться нечасто, но для ночного времени этого более чем достаточно. В результате получается очень удобная система. Даже глубокой ночью можно без проблем добраться практически в любой район города. И для этого не нужно вызывать такси. И вот такие детали как раз и показывают уровень транспортной системы. Город не просто запускает трамвай днем, он строит полноценную круглосуточную сеть общественного транспорта. Отдельно стоит сказать о подвижном составе. В Праге можно увидеть не только современные трамваи Шкода, которые сегодня считаются одним из самых технологичных в Европе. Здесь до сих пор ездят и легендарные вагоны Татра Т3. Для многих городов Восточной Европы это настоящая классика. Эти трамваи десятилетиями работали в десятках стран и стали без преувеличения одним из самых узнаваемых трамваев в мире. Что интересно, в Праге они продолжают активно работать на линиях. При этом самое удивительное – это состояние рельсового полотна. Пути здесь настолько ровные и качественные, что с точки зрения комфорта почти нет разницы, в каком вагоне ты едешь, в новом или в старом. Никакого грохота, никакой сильной вибрации, движение очень плавное. Лично я, кстати, чаще выбирал именно Татру, потому что поездка в этих вагонах вызывает у меня особые воспоминания. Оно напоминает мне о старом Ташкенте. О том городе, где трамваи Татра когда-то были неотъемлемой частью городской жизни. И в каком-то смысле это ощущение старой трамвайной атмосферы здесь до сих пор сохраняется. Только теперь в одном из самых красивых городов Европы. Окей, вы можете сказать, ну конечно, это же Прага, центр Европы, там трамвай почти национальный символ. Понятно, что у них все работает идеально, и в каком-то смысле вы будете правы. Но давайте тогда посмотрим на другие города. Например, Рига или Таллин. Это уже совсем другой масштаб. Города меньше, бюджеты тоже меньше, а транспортные системы намного скромнее, чем в Праге. И тем не менее, трамвай там работает очень достойно. В Таллине, например, трамвай остается одним из главных видов городского транспорта. Линии проходят через ключевые районы города,
а значительная часть маршрутов имеет выделенные участки, благодаря чему трамвай не застревает в автомобильных пробках. Кроме того, парк вагонов постепенно обновляется. На линиях работают современные низкопольные трамваи, которые удобны для пассажиров с колясками, пожилых людей и туристов с багажом. Похожая ситуация и в Риге. Там система тоже не гигантская, но она очень аккуратно и грамотно организована. Трамвай интегрирован с другими видами транспорта, автобусом, троллейбусами и городской железной дорогой. Остановки расположены удобно, интервалы движения небольшие, а сами маршруты проходят через важные транспортные коридоры города. В результате трамвай становится не декоративным элементом, а реальным инструментом городской мобильности. И вот здесь, на мой взгляд, появляется главный вывод. Дело не в том, что каждый город должен построить транспортную систему уровня Праги, но всегда нужно стремиться к лучшему варианту. Потому что транспорт — это не просто способ добраться из точки А в точку Б. Это то, что напрямую влияет на качество жизни в городе. И если есть возможность сделать систему удобнее, быстрее и безопаснее, соглашаться на компромиссные решения точно не стоит. Городская инфраструктура должна развиваться, и трамвай может играть в этом важную роль. И в итоге получается интересная картина. Трамвай — это совсем не пережиток прошлого, как многие привыкли думать. Наоборот, в правильно организованной системе он становится одним из самых удобных видов городского транспорта. Столица Чехии — отличный пример того, как это может работать. Здесь трамвай — это не просто способ передвижения, это часть городской жизни, часть атмосферы города и одновременно очень эффективный транспорт, которым ежедневно пользуются сотни тысяч людей. Но самое главное — это вопрос подхода. Одни города говорят: ну это дорого, это сложно, давайте сделаем как-нибудь попроще. А другие стараются построить систему так, чтобы она работала действительно хорошо. И разница между этими подходами в итоге чувствуется каждый день, когда вы едете на работу, когда возвращаетесь домой или просто передвигаетесь по городу. Поэтому мне интересно узнать ваше мнение. Как вы считаете, нужен ли трамвай современным городам? И может ли он стать основой городского транспорта в наших странах? Напишите в комментариях, что думаете. А если вам было интересно, поставьте лайк и подпишитесь на канал. В следующих видео мы еще посмотрим, как устроен общественный транспорт в разных городах Европы. Всем спасибо за внимание. Услышимся в следующих видео.